Ребят, варим бульон на небольшом огне. Пока варится куриный бульон, займемся грибами. Грибов у меня немного, просто я их порежу вот такими кусочками небольшими. Я взяла для супа шампиньоны, только это не обычные белые, а королевские. У них такая темная шапочка. Вкус у королевского шампиньона действительно более интересный, чем белых. И сами грибы по консистенции плотнее. Это не белый, он, видите, имеет такую темную шапочку. Это гриб, называется королевский гриб. Кстати, эти грибы, они вкуснее, чем обычные, на мой взгляд, потому что у них структура такая более упругая, чем у шампиньона обычного. А это мне нравится. Это дает возможность почувствовать структуру гриба, понимаете? То есть вы имеете возможность ее пожевать. Ну, а белый гриб, он просто тает во рту. Тоже как бы имеет место быть. Ну, каждому свое, кто как любит. Я люблю вот так. Нарезайте так, как вам нравится, как вы любите. Без разницы. Все равно будет вкусно. Они лучше сохраняются при жарке и при термической обработке. Я люблю такие грибы в супе и в жарком. У них прекрасный вкус и более насыщенный аромат. Обжариваем грибы в небольшом количестве сливочного масла. Немного подсолим грибы и чуть-чуть поперчим. Черный молотый перец. Все, грибочки уже поджарились. Выгружаем их. Также на сливочном масле обжарим лучок. Чтобы лучок был у нас таким румяным, можно добавить пол-ложечки сахара. Ну и, конечно же, щепотку манюсенькую соли. Можно было добавить еще морковочку, тоже очень меленько нарубленную. Морковки у меня не оказалось, но я добавлю сушеную. У меня есть сушеная морковка. Морковку я сушу сама. Это еще из позапрошлогодних запасов сохранилось. Я ее использую активно. Да. Ну, нельзя сказать, что... Вот она, кстати, не закончилась. Пускай морковка разбухает. В масле она немного разойдется. Даст свой вкус луку. Ну, немного тоже даст цвет. Сушеная морковь ни чуточку не хуже свежей, потому что она сохраняет все свои вкусовые качества. И может быть даже у морковки сушеной более яркий выраженный вкус, чем у свежей моркови. Лук поджарился достаточно. Я его нарезала мелко, поэтому он обжаривался у меня совсем немного. Добавляю к луку, смешиваю его с грибами.
Пускай лук даст свой вкус грибам. Пока будет вариться наш бульон, зажарка постоит и подождет своего часа. Выключаем газ, продолжаем варить бульон. Ребят, пенку снимаем. Показываю этот момент для тех, кто пишет мне, что я не снимаю пенку. Мне как-то в комментариях один подписчик написал: ой, она пенку не снимает. Вот я решила вам показать, что я снимаю пенку, потому что, знаете, бывает так, что записываешь видео и думаешь, ну зачем записывать такие элементарные вещи, что ты снимаешь пенку. А нет, оказывается, нужно показать все, что ты и пенку снимаешь, и все детали им нужно знать, понимаете? Как можно сварить суп и не снимать пенку? Вот вы мне объясните, почему в комментариях мне такое пишут? Ну неужели это непонятно? Поэтому, ребят, показываю вам, как снимать пенку. Вдруг кто-то не знает. На всякий случай. Это первый раз. Сейчас она должна еще подняться, и мы снимем второй слой пенки. Я буду снимать пенку по мере ее поднятия. То есть вот один раз сняла, сейчас она может подняться еще раз. Я сниму еще раз пенку. Вот. Все, чтобы в вашей душе было спокойно. Ну, вот такие вот получились у нас грибочки с лучком. Они дожидаются своего часа. Мы будем соединять эти грибочки уже почти в финале нашего процесса. Ждем. Наш бульон готов. Вынимаем кости. Дополнительно можно собрать пенку, всю оставшуюся. Теперь можно запускать картофель. Картофель у меня нарезан небольшим кубиком. Пять небольших средних картошек у меня здесь. Бульон нужно подсолить. Я возьму соль по вкусу, кто как любит. Оставляем вариться картошку. Как только картошка немножко подварится, ну так 50 на 50, тогда будем добавлять крупу. Картофель слегка подварился, но остался еще сырым. Самое время запускать рис. Лишнюю пенку опять же снимаем.
У меня рис вот оказался такой длинненький. Скорее всего, лучше подошел бы круглый рис. Что имеем, короче, то имеем. А еще очень хорошо приготовить суп с перловой крупой. Только для этого нужно заранее замочить перловую крупу на 3-4 часа. А уж потом добавлять ее к бульону. Рис варится быстро, поэтому я воспользуюсь рисом. Сейчас нам надо дождаться, когда рис слегка тоже подварится. И будем запускать остальные ингредиенты. Из приправ у нас имеется паприка. Здесь где-то 2 чайные ложки. Черный острый перчик, совсем немного, на кончике ложки. Красный острый перчик, пол ложки. Он у меня не очень острый, поэтому я беру его смело. Потом смесь трав. Здесь различные травы, приготовленные мной же. На моем канале вы можете посмотреть, как я самостоятельно делаю, сама засушиваю вот такие вот приправы. Вот. А эта приправа называется универсальная, она покупная. И пару лавровых листиков я возьму. Вот так вот. А, да, еще вот здесь у меня чуть-чуть совсем имбиря. Имбирь придаст нашему супчику приятный оттенок. Он не будет чувствоваться, не будет выраженным, но в то же время он внесет свою лепту в наше блюдо. Я добавила грибы, филе, грибы. Ждем готовности риса. Как только рис будет готов, можно выключать. Ну вот, столько рассказывала, снимала, а ничего не записалось. Вот такое тоже бывает, ребят. В общем, рассказываю заново. Не удалось показать. Рис у меня проварился пару минут. Я запустила сюда филе, которое я отделила от костей филе и добавила его к бульону. Также я сразу же добавила грибы и специи. Все одним моментом. И теперь мы ждем, пока у нас сварится рис, и тогда наш суп будет окончательно готов. Вот, смотрите. Смотрим сейчас, в каком у нас состоянии рис. Вот. Он уже набух. Но все же еще пока сыроват. Буквально еще пару минут. Рису не надо много вариться, потому что он будет стоять в жидкости, и он и так разбухнет. Поэтому буквально пару минут и выключаем. Смотрите, ребята, суп начал бурлеть, он закипел, этого уже достаточно. Посмотрим на состояние риса. Сейчас подберу, о, вот. Вот такой рис у нас должен получиться. Вот теперь можно выключать. Суп готов. Выключаю газ. Даем еще 5 минут настояться. Будем пробовать. О, какой красивый получился супешник. Смотрите. Очень классно. Ловушка там. Ну что ж, пришло время попробовать. Сейчас прям из-под низу достану густоты.
И немного грибов загребем. Филеху тоже хочу поймать. Вот парочку филешек с картошкой. Ладно. И давайте еще возьмем бульона. Насыщенный такой бульон получился, красивый. Вот так. Можно это все украсить зеленухой. Но зеленухи у меня не оказалось. Пробовать его сейчас не буду, потому что очень горячо. Давайте посмотрим, как сварились ингредиенты наши. Картошечка. Сейчас я покажу, насколько мягкая картошка. Все очень сварилось, разварилось. Рис не разварился. То, что нужно, разварилось. То, что нужно, сварилось. То, что нужно, не разварилось. Рис, как видите, просто отличный у меня. Смотрите, какой рис красивый. Это рис для плова. Я считаю, самый вкусный рис — это именно рис для плова. Круглый рис я не особо люблю. Его обычно кладу в фарш. Но даже если есть возможность, то скорее я положу все-таки рис для плова. Не знаю, у него такой особый вкус. Он сам по себе просто рис вкусен. Вообще без ничего. Эти грибочки тоже очень люблю, обожаю. Ну, давайте попробуем, что ли. Здесь не хватает, знаете чего? Не хватает щепотки мяты. Мята у меня закончилась, к сожалению. Но было бы неплохо сюда добавить мяты. Давайте попробуем рис. Загребем рис. Просто рис. Попробуем. Горячий. Отлично. Но я бы еще добавила сюда немного соли. Я люблю посолонее. Соли сюда как раз не хватает. Давайте попробуем грибочек. Отличный грибочек. У грибов сохранилась текстура. Они очень вкусные. Ну и картошку попробуем, наверное. Картошка самая горячая, она позже всего остывает. Картошка тает во рту. Ну вот, ребят, вот такой вот суп сегодня мы с вами приготовили, грибной. Очень красивый, очень полезный. Если вам был полезен этот ролик, поставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет еще немало интересных кулинарных рецептов на моем канале. Жду ваши подписки, жду ваши лайки, комментарии. Желаю вам, чтобы ваши блюда всегда были вкусными, красивыми и полезными. Всего вам хорошего. Пока.